Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня я в своем видео расскажу вам о том, как можно заменить выхлопную систему автомобиля Славута. Ехал вчера через переезд, зацепил, все поотрывало, и теперь необходимо ее все заменить. Итак, начнем. Так выглядит оторванная часть катализатора. Здесь ушки были приварены. Приварены они были на штанах. Здесь уже ничего следа не осталось от них. Придется менять штаны. Или же приваривать новые ушки. Что очень неудобно. Я уже приварил, раз оторвал их. Также погнула трубу резонатора. И, соответственно, трубу, которая идет на глушитель. Все это дело придется снять и поменять. Но основная проблема здесь это замена штанов, так называемых. Здесь есть 4 гайки. Они должны быть выполнены из латуни в оригинале, но у меня не металлические. И поэтому очень прижавели. Я уже побрызгал их ВД-40. И жду, пока откиснут. Здесь понадобится такой удлинитель. Потому что обычным рожковым ключом или обычной накладной головкой туда не подлезешь. С помощью молотка аккуратно обстукиваем гайки. Слегка обстучали. Еще раз брызнем ВД-40 и попробуем открутить. Вот одна шпилька пошла. Попробуем ее выкрутить. Довольно легко идет после того, как сорвалась со своего места. Вот она выглядит таким образом. Видно, что была очень хорошо прихвачена коррозией. Будем делать то же самое с остальными. Есть гроверы и шайбы. Еще одна пошла. Мне понадобилось полчаса, чтобы они хорошо откисли. И выполнен из металла, и видно, что ржавеет очень. Желательно, конечно, поставить сюда латунные. Еще осталось 2 гайки, которые очень прикипели. Для лучшего раскисания болтовых соединений я использую жидкость, которую вылил из ВД-40, когда закончился воздух. Я разрезал баллончик и просто сюда бутылочку вылил. Использую шприц обычный на 5 мг. И берем с иголкой. Немножечко набираем. Шприц. Надеваем иголку, и после этого очень удобно брызгать на болтовые соединения. И даже не нужен нам никакой баллончик с ВД. Очень практично и экономично. Вот все шпильки сняты, теперь можно приступить к снятию штанов. Слегка пошатывая, снимаем. Вот такой внешний вид выпускного коллектора. И здесь. В принципе, еще можно было ездить, но из-за вот этой вот шайбы придется все менять. Теперь нужно снять старую прокладку. Чем-то острым необходимо ее подковырнуть. Она все рассыпается, что уже очень много лет прошло. С помощью мелкой наждачной шкурки почистить окончательно металл от остатков старой прокладки. Потому что любая неровность в дальнейшем может привести к вытеканию выхлопных газов. Я беру единичку, можно брать крупнее наждачную бумагу в зависимости от степени загрязненности. Необходимо поставить на место новую прокладку, которая имеет такой внешний вид, имеет металлизированные втулки и в целом толщину примерно около 2 мм, 1,5.
Она подходит также для 11.02, 11.03, 11.05 и DeoSense. Полностью универсальная. Перед тем, как установить прокладку, необходимо намазать графитной смазкой посадочное место, которое мы чистили. Тоненьким слоем наносим на посадочное место. Это делается для того, чтобы в дальнейшем, при следующем съеме прокладки, не пришлось так мучиться, как мы мучили сегодня. Также нужно обильно смазать графитной смазкой шпильки, для того, чтобы они не пригорали. И в дальнейшем можно было открутить, не поломав их. Ставим прокладку на свое место. Насчет графитной смазки, она прилипает к основанию, и нет необходимости ее держать от выпадания. Видно, что немножечко есть неточности в литье, но это не критично. Теперь можно приступить к установке колена на место. Вместо старых ржавых гаек на шпильках я купил новые. Они немножко длиннее. Желательно, конечно, использовать латунные, чтобы они не приржавели. Но таких пока в магазине не было, поэтому будем ставить такие. Предварительно смазываем их также графитной смазкой, чтобы они не поржавели. Ставим на место штаны. И будем фиксировать их с помощью гаек в своем месте. Затягиваем гайки окончательно со средним усилием, чтобы не сорвать шпильки. И можно приступить к дальнейшей сборке системы выхлопа автомобиля. Затягивать нужно гайки на шпильках с противоположных сторон. Сначала эту, затем дальнюю. Плохо ее видно. И после этого центральная, которая ближе к двигателю, и ближе, которая к кузову. До полного просаживания прокладки. Новые штаны установлены на свое место. Теперь необходимо приступить к дальнейшей сборке системы выхлопа. Здесь вот такая идет закругленная часть, которая должна дальше идти на систему. Сейчас мы демонтируем до конца поврежденные части системы выхлопа, и после этого будем монтировать новые. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как можно своими руками заменить выхлопную систему автомобиля Славута. И относится к Тавриям, Дана и DeoSense. Все очень просто и делается каждым автолюбителем при наличии желания. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока.